Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. На связи с тобой Хитрый Лис, и у нас тут свеженький новостной дайджест по ДХ, ап или нерв некоторых героев, переработка Лысого Лу, новый легендарный герой и новый контент Лиги Исследователей ждут тебя в этом выпуске. Располагайся поудобнее, мы начинаем! Приятного просмотра! Уже в эту пятницу разработчики обещают нам пофиксить в кавычках ошибки в умениях Джареда, Хамоди, Лейна и Защитника. Как их так называемые исправления повлияют на этих персонажей, мы сможем узнать только непосредственно после обновления, так как то, что они собрались менять и на что, разработчики не уточняют. Возможно, они станут лучше, а возможно, хуже. По мнению Лиса, Хамоди и Лейн, скорее всего, станут показывать чуть худший результат. Джаред особо сильно может и не изменится, а Защитник после исправления предположительно будет немного апнут. Но это только прикидки. Как оно будет на самом деле, узнаем после всех правок. Будет переработан Лун И, которого по хорошему счету нужно было переделывать еще очень давно, примерно через 2-3 недели после глобального апа всех персонажей, так как свои позиции он сдал очень быстро и так и не смог их более наверстать. Разработчики обещают нам, что он станет лучше себя показывать в боях и, возможно, вернет себе свой изначальный титул головной боли каждого любителя играть через епископа, даже с третьим крылом, для чего он в принципе и был задуман изначально. И нам стоит ожидать его возвращения в составы на аренах. Лис когда-то брался его качать, но проведя пару тестов, благополучно забросил, переименовав его из Лысого в Дряхлого Лу и больше к нему не возвращался. Возможно, после его переработки он пересмотрит свои взгляды на Лысого Лу и начнет его активно использовать. Разработчики добавили новый бонус за первое пополнение в игре. Теперь, задонатив первый раз, игроки получат в награду легендарного героя Лун И и его пожитки в придачу. Чтобы новенькие игроки быстрее пробежали до высоких уровней, где бы им нестерпимо захотелось как можно скорее задонатить и в довесок забрать Лысого Лу, разработчики увеличили для них награду за прохождение карты мира. Теперь за закрытие карты игроки будут получать в качестве квестовой награды по 10 золотых ключей. О том, будет ли выдана компенсация старичкам, которые наказали Мантикору и других ее товарищей еще в бородатые годы, разрабы предусмотрительно умалчивают. Следующим ивентом будет событие на сундуки, так что если ты по каким-то причинам не добрал 600 ключей, у тебя есть еще возможность добрать их из магазина Отваги и на рынке. Вместе с ивентом каждый день ты будешь получать по 3 золотых ключа, а также возможность достать из сундука нового героя Франкена. Франкен будет обладать способностью манипулировать электричеством, чем собственно и будет наносить урон по врагам. Какому классу будет принадлежать этот герой, не сообщается. По идее, следующий герой должен был быть из ловкачей, так как до Лейна был маг Хамоди. Но манипуляция электричеством намекает на то, что он может оказаться магом. До сих пор лучше всего электричеством манипулировал Архимаг. Зачастую яркие вспышки его молний были первым и последним, что видели противники, выйдя против него на арене, так и не успев даже разогнаться в начале боя. Возможно, с появлением Франкена титул электрика 6-го разряда в игре перейдет к нему, так как это все-таки легенда. Вместе с Франкеном тебе в придачу будет идти его сварочное оборудование с 1 звездой и защитная экипировка электрика со светоотражателями и также с 1 звездой. И наиболее интересное и ожидаемое обновление – это ввод нового контента – Лиги Исследователей. По сути своей, это аналог таверны в Dungeon Rush, только слегка модифицированный. Для Лиги Исследователей на территории замка должно будет появиться новое здание. Каждый день в нем будут появляться несколько заданий, выполнив которые игроки получат награды. Задания будут разной сложности, и награды за них также будут меняться. Игроки смогут отправлять неиспользуемых персонажей для прохождения этих заданий. Отправленные на задания персонажи не будут заблокированы, и ты сможешь их спокойно использовать в боях или защите точек кристаллической пустоши. Как только время задания истечет, твои герои вернутся домой с широченной улыбкой и большим обозом всякого барахла, именуемого добычей. Чтобы отправить героя на задание, нужно будет выполнить его условия.
Условия предположительно будут следующими. Персонаж должен быть определенного класса, типа урона, уровня и даже уровня звезд. Более того, вполне возможно, что задание будет строго для определенного персонажа, например, для Медузы с 3 звездами и 80 уровнем. Если тест на соответствие персонаж проходит, он может смело отправляться в путь. Если нет, сидеть, ждать и есть перловку большой ложкой, чтобы дорасти до них. Каждое задание будет обладать дополнительной наградой, которую можно будет получить, если пройти дополнительный отбор, который будет также указан в задании. Уровень заданий и, соответственно, награды за их прохождение также будут зависеть от уровня Лиги Исследователей, которую можно будет прокачивать и развивать. Так что, возможно, тебе стоит подкопить до пятницы немного древесины и мрамора, чтобы со старта поднять ей 1-2 уровня и брать задания получше. Хотя вполне возможно, что само здание прокачиваться не будет, а лига будет прокачиваться исходя из количества пройденных заданий. Но на всякий случай подготовить ресурсы не помешает. При случае обменяешь их по-быстрому на легендарные ресурсы в кузнице. Новый контент — это всегда хорошо, но боюсь, у многих игроков будут проблемы с ним на старте. Почему Лис считает, что будут привязки к звездам? Все очевидно. У Дроиден есть статистика по всем персонажам в игре. Насколько часто они используются, сколько ресурсов на их прокачку игроки потратили и сколько фрагментов обменяли у дракона. На основе этого наглядно видно, что в основном наиболее играбельны 10-15 персонажей. Остальные лежат балластом, без звезд или вообще не активированы, а их фрагменты сразу же сливаются на корм дракону. Чтобы хоть как-то их реанимировать, сначала была введена система связей, но она сработала плохо, так как сообщество смекнуло, что гоняясь за связями, команда теряет синергию персонажей в пачке, которая значительно мощнее дроиденовских связей. Поэтому в большинстве своем забила на их использование и считала это приятным дополнительным бонусом при случае. Теперь же в погоне за наградами игроки будут вынуждены поднимать звезды и, возможно, даже уровни тем персонажам, которыми они не играют, что еще сильнее затормозит процесс развития на высоких уровнях. Но здесь все зависит от наград в этих заданиях. Возможно, они будут весьма интересны, и ради них тебе стоит поднять с донышка ущербных, а возможно, ты посмотришь на них, улыбнешься и пойдешь играть дальше в другую игру. В любом случае, до пятницы мы можем только гадать. Как всегда, ждем ее с нетерпением. Подписывайся на канал, если этого еще не сделал, и ставь палец вверх этому ролику, если он был для тебя полезным. Долбани в колокол, чтобы не пропустить другие новости по игре и первым обо всем узнать. И не забывай делиться этой новостью с друзьями. Оставайся с Лисом. Впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре, и не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!